Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим потрясающий банановый бисквит. Если вы любите тропические вкусы, этот влажный, пышный бисквит с насыщенным банановым ароматом станет вашей палочкой-выручалочкой. Удачная текстура, которая не оседает, и сбалансированная сладость точно попадут в вашу копилку любимых рецептов. И первым делом включаем духовку на разогрев. У меня режим вверх-вниз без конвекции, температура 165 градусов. В дежу миксера помещаем 4 яйца категории С1, по весу у меня 200 граммов. Следом высыпаем 170 граммов сахара и щепотку соли. Сахар на яйцах оставлять нельзя, иначе останутся частички желтка, которые так и не разойдутся. Поэтому сразу начинаем взбивать при помощи ручного или планетарного миксера. Взбиваем до получения белой пышной массы. Я взбиваю сразу на средне-высокой скорости, у меня 8 из 10. А пока займемся остальными ингредиентами. Соединяем 150 граммов пшеничной муки высшего сорта, 20 граммов кукурузного крахмала и 7 граммов разрыхлителя. Просеиваем через сито и еще раз хорошо перемешиваем все ингредиенты венчиком для равномерного распределения. Подготовим банановую составляющую. Один крупный спелый банан, приблизительно 200-220 граммов. Очищаем, ломаем на небольшие кусочки и складываем в емкость, в которой будет удобно пробивать погружным блендером. К банану добавляем 60 граммов растительного масла без запаха и 1 столовую ложку лимонного сока. Пробиваем погружным блендером до однородности. Яйца взбились до идеальной консистенции. Масса стала пышной, светлой и воздушной. След, оставленный взбитой массой на поверхности, не сразу растекается. И мы можем переходить к следующему шагу. Объединяем взбитую яично-сахарную массу с банановой смесью и аккуратно перемешиваем буквально в несколько движений. Теперь в 2 захода добавляем сухие ингредиенты и аккуратно замешиваем бисквитное тесто. Чем дольше вымешиваем, тем менее воздушным и более жидким становится тесто. Проверяем донышко, чтобы не осталось непромесов. И когда вся мука вмешалась, тесто готово. Берем 2 кольца диаметром 18 сантиметров. Их нужно заранее подготовить. Сделать донышки из фольги и установить сразу на противень. Смазывать маслом ни дно, ни бока колец не нужно. Распределяем тесто поровну по 2 кольцам и сразу же отправляем на выпечку. Такое тесто не может ждать. У меня бисквит выпекался ровно 30 минут при температуре 165 градусов, на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне духовки. Готовность бисквита проверяем деревянной шпажкой, она должна выходить без остатков сырого теста, или легким нажатием пальцем на бисквит. Поверхность должна пружинить и не должно оставаться ямки после нажатия. Готовые бисквиты оставляем остывать в перевернутом виде, так они точно не осядут. Затем аккуратно снимаем фольгу с донышек и вырезаем бисквиты из колец. Проводим тонким ножом вдоль стенок, но главное не задевайте сам бисквит, а ведите нож по кольцу. Для идеального результата советую завернуть бисквиты в пленку и дать им отлежаться в холодильнике 6-8 часов. За это время они станут более плотными, будут меньше крошиться при нарезке, а пропитка и крем впитаются максимально равномерно. Но если времени совсем нет, можно собирать торты сразу после полного остывания бисквитов. В холодильнике бисквит хранится 3-4 дня. Главное завернуть его в 2 слоя пищевой пленки или убрать в герметичный контейнер. Если же нужно сохранить его дольше, отправляйте в морозилку. При глубокой заморозке от минус 25 градусов бисквит спокойно пролежит 2-3 месяца. В стандартной морозилке при минус 18 ориентируйтесь максимум на 1-2 месяца. Для заморозки важно дать бисквиту полностью остыть, а затем обернуть его в 2-3 слоя пищевой пленки. Размораживать лучше постепенно, переложив из морозилки в холодильник на 6-12 часов. Если же нужно разморозить быстрее, оставьте при комнатной температуре, не снимая упаковку. Повторно замораживать уже не стоит. И не забывайте, что бисквит легко впитывает посторонние запахи. Поэтому храните его подальше от рыбы, копчености, чеснока и других активно пахнущих продуктов. Идеальный бисквит готов, но это только начало. Именно этот рецепт я использовала для торта пина колада. Нежного, сочного и потрясающе вкусного. Переходите по ссылке в описании на полный рецепт. Там все по полочкам. Готовьте с удовольствием и до новых встреч на моем канале.